Друзья, приветствую вас. Дневной обзор. Такой немножко укороченный формат сегодня. Давайте посмотрим, что происходит. Так, по S&P. S&P у нас пытается корректироваться. Вот. Здесь главное два ключевых момента. Первый, чтобы он не пробил диапазон на объеме 3220-3200. И второй момент, чтобы закрытие было выше 3000. Вот если эти условия соблюдаются, велика вероятность того, что мы завтра и в понедельник увидим продолжение банкета. Если на объеме пробивается 3220-3200 или мы закрываемся ниже 3000, то скорее всего завтра или в понедельник мы уже увидим корректирующие откаты, движение вниз по американскому рынку. Так, далее нефть. По нефти немножко изменился формат движения. Соответственно, сейчас получается ситуация, когда если будет удержан вот этот диапазон, то есть если не произойдет пробитие 44,8, 44,7, то отсюда будет движение, цель которого 46. Если все-таки вот этот диапазон мы сейчас пробиваем, идет откатное движение, цель которого 44,4. Вот сюда вот сходить. Вот. Далее, если здесь будет удержание, не пойдет пробитие 44,2, 44, то мы отсюда увидим отскок. И у нас, судя по всему, высока вероятность того, что все-таки вот это движение реализуется на 46. Не уверен, что здесь пойдет уже пробитие и рост, хотя такая ситуация не исключается. Вот. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы на 46,25, точнее 46,25 в этом диапазоне произошло удержание и пошла проторговка. Если таковое развитие событий случается, то мы отсюда увидим прострел и движение на 47,5 и попытку закрепиться в диапазоне 47,55. Вот, пока здесь, я думаю, высока вероятность того, что вот это движение все-таки состоится. Оно не состоится в том случае, если произойдет пробой вот этого уровня, тогда мы получим откат сюда, вот в этот диапазон. И если вот все-таки здесь произойдет удержание, то отсюда будет повторный отбой и движение на 46. То есть вот 46 это сейчас локальная цель, которую он попытается отработать. И дальше уже отработав эту цель, здесь либо произойдет снижение объема и все это дело посыпется, или мы увидим накопление и дальнейший рост с целью удержания в диапазоне 47,55. Так, далее золото. Обращаю внимание, немножко котировка может отличаться, потому что там в зависимости от фьючерса есть определенные расхождения. Какой фьючерс используется. Вот я беру данные сейчас с Финама. Соответственно, Финам, по-моему, если не ошибаюсь, сентябрьский фьючерс Чикагской фондовой биржи. Чикагской товарной биржи. Так, ну у нас здесь ракета, которая летит, не останавливаясь. На часовике сейчас идет попытка разворота и отката на 20 тысяч 50, на, нет, не 20, 2055. Вот, если сейчас вот мы закрываем движением вниз этот час, пробой 2069 на объеме, то отсюда у нас пойдет тестирование 2055 и 2050. Вот. Если сейчас здесь будет удержание, не последует пробитие 2069, то мы увидим дальнейшую ракету. Судя по динамике движения, вот здесь вот у золота сейчас идет тренд, который, скорее всего, может вполне продлиться на 2300. Вот если сейчас ничего здесь не ломается, то у нас ближайшая цена движения с учетом такой траектории, такой силы, это 2300. Вот. Но на самом деле может быть и 3000, как американские банкиры прогнозируют, но я думаю, это вопрос времени. Вот. Для золота опасно либо повышение ставок, либо кризис ликвидности. Вот. Поскольку пока ни того, ни другого на горизонте не возникает, а только возникают все новые и новые риски, то, соответственно, золото гонят в гору, будь здоров как. Так, друзья, дальше наш дорогой доллар-рубль, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Вот сейчас здесь сложилась очень интересная ситуация. Мы отработали
локальную цель 73,6. И если вот сейчас в ближайшее время будет пробой диапазона 73,22, 73,13, знакомые цифры, да? Вот если мы пробьем на объеме, то отсюда разовьется движение, цель которого будет уйти на 72,77 и возможно даже на 72,6. Если мы сейчас вот эту формацию удерживаем, не пробиваем вот этот диапазон, то отсюда у нас пойдет сегодня или завтра с утра рост. Цель его пробития 73,62 и движение в район 74,74,1. Так, это что касается ближайшей перспективы рубль-доллар. Вообще как бы событиями, которые предстоят на следующей неделе и на этих выходных, ну, мы с вами завтра еще детально посмотрим, какая будет диспозиция на рынке. Но может случиться так, что либо в понедельник, либо на следующей неделе мы увидим очень сильное движение по валюте к рублю, в том числе по доллару и даже особенно по доллару. Так, друзья, далее евро-рубль. Смотрите, здесь какая у нас ситуация возникает. Ну, она отчасти схожа с долларом. Вот. И здесь, в общем-то, такой же получается тип движения. Либо пробой вот этого диапазона 86,80, 86,7 на объеме. Если таковое сейчас происходит, мы наиболее вероятно улетаем в диапазон 86,5 и идем тестировать 86,3. Вот пробой 86,3, 86,25 укрепит рубль вплоть до величины 85,95 и 85,75. Вот, но такой сценарий, мне кажется, маловероятным. Скорее всего, вот эта шапочка, она сейчас превратится в проторговку, и мы отсюда увидим движение в диапазон 87,5, 87,65. С моей точки зрения, это наиболее вероятный сценарий, но если вот этот диапазон будет пробит, то здесь никуда не денемся и пойдем укрепляться как минимум на 86,48. Я думаю, такой сценарий возможен. Вот, но для этого сейчас потребуется какое-то движение вверх по нефти. Вот, поэтому, скорее всего, удержание вот в этом диапазоне и попыточка пробоя вот этой вершины 87,3 и уход вот сюда вот наверх к тем уровням, которые сейчас обсудили. Вот. Соответственно, здесь, я думаю, ставка будет на то, что валюта порастет к рублю, потому как вот эти риски, которые возникают геополитические, они очень высоки. Они связаны с тем, что в Белоруссии, во-первых, может прийти победить женщина, то есть это получается победа демократии. И вот эта победа демократии, она может, ну это будет несомненная польза, я думаю, для Белоруссии, для белорусского общества. Но то, что касается нас, Российской Федерации, здесь могут возникнуть риски, которые приведут к тому, что национальная валюта на следующей неделе может достаточно ощутимо поколебаться. Пока непонятно, будет или не будет реализовано такое движение. Думаю, завтра будет больше ясности в этом вопросе. Но я вот на выходных буду уходить с хеджем по доллару и по евро всех рублевых активов. Так, далее евро-доллар. Ну смотрите, ничего не напоминает. По сути, двойная вершина на дневках. И здесь, если будет возврат вот сюда, вот в этот диапазон и проторговка на 1,1770, 1,1763, то, соответственно, здесь будет реализована двойная вершина. И по этой двойной вершине цель движения будет находиться как минимум вот сюда, вот в этот диапазон. Что касается сегодняшнего дня, что сегодня будет происходить. Так, на текущий момент вот идет попытка разворота. Эта попытка разворота, она будет реализована. И мы увидим движение евро-доллара на 1,1880, если в самой ближайшей перспективе не будет пробито 1,1824, 1,1822. Если эти значения не пробиваются, удерживаются в этом диапазоне, то мы сегодня под вечер увидим движение как минимум вот сюда вот, и возможно даже повторное движение на 1,1916. Об этом говорить рано, но движение вот сюда может состояться.
И, соответственно, исходя из часового таймфрейма, если происходит пробой в этом диапазоне, то мы отсюда двигаемся уже в диапазон 1,1770-1,1760. Вот такое мое видение по евро-доллару. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Но здесь у нас идет попытка разворота. Если закрытие сегодня состоится на 127-300 и ниже, то это будет как минимум возврат вот в эту проторговку, из которой мы попытались выйти, и как вариант начала движения на 122 тысячи. Так, по часовому таймфрейму у нас здесь попытка ситуацию эту переиграть, поэтому вот здесь нарисовалась формация, по которой в ближайшее время будет отскок. Цель этого отскока движение на 129 тысяч, 129 100. Если мы приходим сюда и начинается проторговка, то дальнейшее движение будет на пробитие 130 тысяч и движение на 131, 132. Если сейчас у нас эта формация не удерживается, мы пробиваем 127 600, 127 500, то идет откат уже как бы в рамках часового таймфрейма, цель которого 126 100, 125 700, вот сюда, в этот диапазон. Вот, но судя по всему, здесь все-таки возможно, более вероятно движение наверх, вот, которое будет аннулировано, если пробивается вот этот диапазон. Так, друзья, ну все, это такой экспресс-формат. Сейчас, к сожалению, нет возможности записывать полноценные выпуски. Вот, поэтому чем богаты, тем и рады. Спасибо, до свидания.